Всем привет, друзья! Сегодня мы отправляемся в Торонто и надеемся показать его вам таким, каким вы его еще не видели. Скорее всего, вы знаете Торонто именно таким. Но сегодня я вам покажу места, о которых даже не все местные жители города в курсе. В восточной части Торонто находится очень интересный дом, до которого часто не добираются туристы, хотя он абсолютно заслуживает внимания. Его владелец вместо кустов и любой другой зелени предпочитает сажать супергероев, Hello Kitty, кукол-троллей. Взгляните. Это, ребята, на самом деле очень крипово. Я бы тут не хотел жить. Этот дом известен как Dollhouse, и владельцы уже более 20 лет собирают свои плюшевые пластмассовые куклы, чтобы заполнить ими свой небольшой участок. Интересно, что эту коллекцию часто переделывают под праздники или под набор новых или сезонных дополнений. По адресу улица Святого Патрика 54,5 находится одинокий дом, который берет свое начало еще со времен трущоб Торонто 19 века. Когда-то он был частью 6 идентичных и переплетенных домов. Дом был построен между 1890 и 1893 годом, но в середине 20 века одна упорная строительная компания начала скупать недвижимость в округе, и из тех 6 идентичных домов осталась только вот эта половинка. Хотя лично мне больше нравится версия того, что это какой-то холостяк сразу строил дом, чтобы в случае развода со своей потенциальной женой не отдавать ей половину имущества. На кампусе университета Торонто, второго старейшего университета в Канаде. В нем обучается 60 тысяч человек. Ежегодно его посещают сотни тысяч туристов, чтобы насладиться архитектурой его зданий. Вот здесь, кстати, написаны имена студентов, погибших во время Второй мировой войны. К помощи этого кампуса университета Торонто часто прибегают местные и зарубежные режиссеры для съемок фильмов, некоторые из которых стали культовыми. Ребята, сейчас мы находимся на улице West Queen Street West, и
вне коронавирусное время это очень модная и трендовая улица, но, естественно, сейчас все закрыто, все люди ходят в масках, так как в Торонто stay-at-home order, это значит, что кроме продуктовых магазинов и аптек людям больше никуда нельзя выходить. Первая фаза проекта Bentway открылась в 2018 году и объединяет в себе 7 районов, в которых проживает почти 100 тысяч жителей. Этот проект является своего рода пунктом, который соединяет микрорайоны города с важными достопримечательностями, такие как набережная и CN Tower. Обычно Bentway предлагает круглогодичные мероприятия, инсталляции в стиле паблик арт, развлекательные удобства и программы, общественные выступления и многое другое. В глубине души мы, конечно, очень надеялись, что мы все-таки увидим каток, который тут заливается каждую зиму, но коронавирус, все закрыто, людей на улице нет. Около 2 лет назад в самом центре Торонто открылся рынок, сделанный полностью из контейнеров для перевозки грузов. Эта конструкция состоит из около 120 контейнеров и является стенами и крышей для больше 50 различных магазинов, кафешек, спортзалов и салонов. В самом центре рынка располагается площадка для игры в Croquet Curl, в которую разрешается играть даже во время локдауна, так как поддерживается социальная дистанция. Croquet Curl представляет собой своеобразную смесь канадской настольной игры крокиноль и не менее канадского спорта керлинг. Совместив в себе эти два занятия, эта игра набрала огромную популярность по всей стране. Tell us about Toronto. Where should we go? Oh fuck, dude, Yeah, what's your favorite massage? I've been living like a goblin for like the last 6 months, man. Got a short memory, you know? Еще один более известный рынок находится на улице Кенсингтон и носит одноименное название Кенсингтон Маркет. Но сейчас, когда люди употребляют это словосочетание, скорее всего, они имеют в виду весь район, которым обросся этот рынок. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Боря, расскажи нам, что ты думаешь про ситуацию с коронавирусом и почему нас заставляют ждать еду на улице. Ну, слушайте, очень неприятная ситуация. Мы все знаем, что коронавирус это не настоящее. Вот. Это просто государство решило отобрать наши человеческие права. И как известно, когда государство почувствует власть, оно ее не отдает. Вот. И поэтому мы зашли в ресторан, заказали, заплатили за это $20 за 3 маленьких такоса, да?
Вот, и в итоге нас выгнали и сказали на улице, короче, ждите 10 минут. Вот. Так что очень печально, я очень недоволен. Вот, и иду на протест. Иду на протест. Иду на протест. В общем, едем на протест. За этим углом находится еще одно место, известное не всем местным жителям и приезжим в город. Это переулок граффити. Я вам уже рассказывал про свою любовь к граффити и настенному искусству в прошлом выпуске про Монреаль, поэтому давайте просто насладимся этими кадрами. Сзади меня находится бутик-магазин обуви, в котором есть помещение, ради которого люди из Торонто приезжают сюда специально и фотографируются. К сожалению, из-за коронавируса нас сюда не пустили, но нам пообещали, что нам пришлют профессиональные кадры этого помещения. Так что вы их можете увидеть дальше. Друзья, ну и напоследок бы хотелось сказать, не забудьте подписаться на мой канал, ну и самое главное, узнавайте города.